всех этим утром, всех тех, кто присоединился к нам и кто решил провести следующие несколько часов вместе с нами. Мы открываем второй день издательской школы Франкфуртской книжной ярмарки и Музея современного искусства «Гараж». Сегодня нас ожидают две интереснейшие, совершенно противоположные темы. Первый наш доклад будет на тему искусственного интеллекта. Второй же доклад будет касаться такого базиса, основы немецкой книжной индустрии, фиксированная цена на книгу в Германии. Оба спикера наши готовы, оба рады вас поприветствовать. Наша программа будет сегодня выглядеть следующим образом. Каждый спикер выступит со своей презентацией, со своим рассказом. После этого у нас будет время на ваши вопросы. Мы вас просим прямо в течение по ходу лекции, по ходу презентации оставлять ваши вопросы в чате. Мы их видим, мы их передаем нашим спикерам. На все вопросы максимально постараемся ответить. Я приветствую Михаила Перегудова, который будет работать с нами сегодня в течение всего дня. Первый доклад у нас пройдет в переводе с английского языка, второй в переводе с немецкого языка. Всех еще раз рада поприветствовать и передаю слово нашему первому спикеру. Доклад об искусственном интеллекте в издательском деле. И докладчик Колин Ловринович — это создатель и директор консалтингового агентства Gould Finch, партнер Франкфуртской книжной ярмарки. Передаю вам слово. Колин. Colin, here you go. Go ahead. Hi, good morning, everyone, and yeah, thanks for joining us. I'm just going to start and share my screen so you can see the presentation. Доброе утро, спасибо всем, что подключились. Сейчас я включу слайды, попробую расширить экран, чтобы вы их смогли увидеть. Okay, you can see everything, right? Perfect. Yeah, so my name is Colin from Gould Finch, and I will be talking about what artificial intelligence can do for publishing. Ну что же, еще раз здравствуйте, меня зовут Колин, я представляю компанию Gould Finch, и сегодня поговорим о том, как можно использовать искусственный интеллект в издательском деле. Just to give you an overview of what I will be talking about, I will start with a short introduction, then I will highlight the general potential and the boundaries of artificial intelligence, then I'm going to share some use cases with you, what can AI really do in publishing. Before we will look at some study results of a study that we conducted together with Frankfurt Book Fair. And in the end, I'm going to sum things up and give you a takeaway message. Вот так будет построено мое выступление. Начнем с короткого введения, потом поговорим о том, какие есть возможности у искусственного интеллекта и где есть границы его использования. Далее рассмотрим несколько конкретных примеров, как его можно применять в издательском бизнесе. Потом я бы хотел остановиться на некоторых исследованиях статистических, которые мы проводили вместе с Франкфуртской книжной ярмаркой. Ну и в конце будет заключение. Okay, but first of all, what actually qualifies me to talk about the topic? I'll say a few things about myself so you can then decide if you want to trust me or if you want to ignore everything I just said. Наверное, стоит начать с того, почему я вообще решил говорить об этой теме, кто я такой, чтобы о ней говорить. Поэтому сначала пара слов о себе, и вы уже тогда решите, готовы вы меня слушать или вам не интересно, и вы мне не верите. So for the past 20 years, I've been an entrepreneur in digital media. For those of you who are doing the math, I was about 14 years old back then when I started my first company. And since then, I've been working in the digital media space, basically. Я уже около 20 лет работаю в сфере цифровых медиа. Если вы быстро в уме считаете, вы, наверное, уже посчитали, что мне тогда было 14 лет. Это действительно так. Тогда я основал свой первый бизнес, и вот с тех пор 20 лет я здесь. Over the past years, I've worked with many media companies, many publishing companies on different topics. For example, recently worked with a subscription service, a streaming service, on a market entry strategy, and also helped with an automated catalog analysis for large publishing houses based on AI. Я в основном занимаюсь консультированием компаний, работающих в сфере медиа, в том числе издательств.
Это касается самых разных сфер деятельности этих компаний. Ну вот, например, один из проектов, который мы недавно делали, это работа с подписными сервисами, работа со стриминговыми сервисами. Мы помогаем таким компаниям выходить на новые для них рынки. И еще один интересный проект — это система составления автоматических каталогов на основе анализа больших данных. Это подходит для крупных издательских компаний. And prior to this, I worked for different companies in the media space. For example, for Bastei Lübbe, one of the biggest publishing houses in Germany. I headed their international digital sales department, but I also worked for Amazon and Apple on different topics. And one of the main reasons I'm here today is because I also co-wrote a white paper on artificial intelligence together with Frankfurt Book Fair. Среди клиентов, среди компаний, с которыми довелось поработать, группа Bastei Lübbe — это крупнейшая издательская группа на территории Германии. Кроме того, я работал с Amazon, с компанией Apple, различные были проекты. В компании Bastei Lübbe я возглавлял отдел международных цифровых продаж. Ну и еще одна ключевая причина, почему я сегодня здесь с вами: я был соавтором ключевого документа, так называемый white paper, основного документа по использованию искусственного интеллекта, который был подготовлен совместно с Франкфуртской книжной ярмаркой. And as an active member of the German Federal Association for Artificial Intelligence, I'm very much in touch with different companies from the sector, always trying to keep up to date with different opportunities that they are out there. And I think that's it for now as an introduction. Кроме того, я являюсь членом Германской федеральной ассоциации искусственного интеллекта. Это значит, что я постоянно нахожусь в тесном контакте с самыми разными компаниями, которые работают в этой сфере, что позволяет мне быть в курсе основных тенденций и держать руку на пульсе. Вот, пожалуй, на этом я короткое вступление о себе закончу. But now let's get back to the topic. Давайте вернемся к теме. Usually I would ask you a question here, and I would like to ask the audience to raise their hands who's worked with AI before, but unfortunately I can't see any of you, so I would just have to imagine the results for now. Ну вот в этом месте я обычно задаю аудитории вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас уже использовал искусственный интеллект в работе. Но поскольку я, к сожалению, никого из вас сейчас не вижу из-за технических ограничений, я просто попытаюсь представить себе, как вы могли бы ответить. So I'm going to assume it's similar or comparable to some of the other audiences I've had before. So what I would like to start with is a very short, a brief introduction to what AI actually is. Я не думаю, что ваши ответы сейчас сильно бы отличались от ответов, которые я мог бы ожидать от какой-нибудь другой аудитории. Поэтому начать хотелось бы с короткого введения теоретического о том, что такое вообще искусственный интеллект. So let's start with a brief definition. Давайте начнем с краткого определения. So AI has been around for a very long time, and there's lots of different ideas what it actually means, lots of different definitions, and we'll try to find one that brings some clarity. На самом деле искусственный интеллект существует уже довольно давно. Он развивался, менялся, существует довольно много его определений, поэтому нужно сначала разобраться с тем, с чем же мы, собственно, тут имеем дело. Whenever we think about artificial intelligence, we tend to think about human intelligence, and whenever we perceive machines that do something that we feel is intelligent, because it reminds us of human intelligence, that's typically when people use the term artificial intelligence. Когда произносят слова «искусственный интеллект», обычно имеют в виду где-то на подкорке интеллект человеческий, интеллект у нас, у людей. И когда компьютеры или какие-то другие машины делают что-то умное, что похоже на то, что мог бы сделать человек, вот тогда, как правило, и говорят об искусственном интеллекте. AI has lots of different fields, lots of different areas that are part of it. For example, natural language processing that's been used by tools like Alexa or Siri, where you can use a voice to control something, or also computer vision. So there's different areas part of it. Искусственный интеллект можно использовать в самых разных отраслях. Одна из них — это механизмы обработки естественного языка. Эта система лежит в основе работы голосовых помощников, например, Alexa или Siri, или других систем голосового управления. Кроме того, есть системы компьютерного зрения, которые позволяют распознавать какие-то объекты. Есть также системы, которые
способны самостоятельно обучаться. В общем, разных отраслей немало. And probably the most important aspect of AI that has led to, well, really the big hype in the last couple of years is machine learning, which is, as the name says, the ability of machines to learn over time and to get better at certain tasks. And we've seen, especially in the last decade, with the technological breakthroughs in computing power, there's a lot more capacity for machines to get better at learning. So this was a big game changer. И вот как раз последнее, это, пожалуй, самое важное сейчас, собственно. Из-за этого в последние пару лет все и стали так часто и подробно говорить об искусственном интеллекте. Этим был вызван хайп вокруг этой темы. Действительно, за последнее время компьютеры становились все лучше и все больше. Этот процесс занял, примерно последние 10 лет. И вот случился в итоге технологический прорыв. Появились новые вычислительные мощности, благодаря которым компьютеры стали гораздо лучше обучаться. И из-за этого сейчас стало возможно такое бурное развитие обучающихся систем. And there's differences out there between what we usually call the weak AI and the strong AI. The weak AI being technology that is fit to solve one specific problem. So it's like a very skilled worker that can do one small task, but only that. And then there's also the idea of the strong AI, which really is the kind of superhuman AI that we see in science fiction movies. But we're not there yet. So pretty much everything we talk about right now is considered a weak AI. Принято различать слабый, так называемый слабый искусственный интеллект и сильный искусственный интеллект. Слабый — это искусственный интеллект, который заточен под выполнение какой-то одной конкретной задачи, но вот эту задачу он делает хорошо. Это, в общем, рабочий, который прекрасно овладел какой-то одной производственной операцией, но вот только ей одной. Сильный искусственный интеллект — это как раз то, что уже больше похоже на интеллект человека, и это то, что мы обычно видим во всяких научно-фантастических фильмах. Но вот до туда мы еще не добрались. Прогресс еще так далеко не зашел, поэтому большинство решений, о которых мы будем говорить сегодня, и которые вообще есть на рынке, это как раз слабый искусственный интеллект. And then there's always the common definition of people saying, well, AI is whatever we want to achieve in 10 years, because we always look into the future. We're never happy with what we have right now, but we always dream of it, something being a lot bigger and faster and smarter than it is right now. Ну и еще часто говорят, что искусственный интеллект — это примерно то, куда мы ожидаем, что придем через 10 лет. Это будущее, то, как мы представляем его себе. Ну, понимаете, мы же никогда не довольны тем, что есть у нас прямо сейчас, на данный момент. Всегда хочется чего-то большего, и мы всегда мечтаем о будущем. Let's take a quick look at the potential of AI. Давайте поговорим о потенциале, о возможностях, которыми обладает искусственный интеллект. So in general, AI can perform certain tasks faster, cheaper, better, more reliant, and more relentless than humans can. And it can also do some things that humans can't do at all. В целом можно сказать, что искусственный интеллект может справляться с рядом задач быстрее, дешевле, лучше, надежнее, чем люди. Кроме того, ему не нужен отдых, он работает практически неустанно, то есть интеллект гораздо более вынослив, чем мы, а некоторые вещи, на которые способен искусственный интеллект, человеку вообще не подвластны. Maybe one example to look at are complex recommendation engines. So we all know when we go into a bookstore, we tell them that we like to read a certain genre. Let's say we like to read crime novels. And if we ask the bookseller for their recommendation what to read, there's a good chance that they have a good recommendation for us. Ну, например, возможно использовать искусственный интеллект для того, чтобы работал механизм рекомендаций похожих товаров. Это можно сравнить с ситуацией, когда вы приходите в обычный книжный магазин и просите у продавца порекомендовать вам что-нибудь из того жанра, который вам больше всего нравится. Ну, допустим, вы любите детективы. И дальше есть определенный шанс, что продавец тоже в детективах разбирается и порекомендует вам действительно что-то хорошее. But if we have a more, let's say, complex or an obscure taste, the bookseller might not be able to give us any recommendations because he does not know anybody else who reads similar books. But if we then go to online bookstores, right, where we have AI in the background that can track data for millions and millions of users and can map them to each other, there's always recommendations that the system can make there just by looking at different reading habits than our own.
Но если у вас какой-то сложный запрос или ваши вкусы не похожи на вкусы всех остальных, вы чем-то очень специфическим интересуетесь, не факт, что продавец может вам посоветовать что-то полезное. Возможно, он в этой теме не разбирается или к нему до вас никто с такими вопросами не обращался. Если же вы заходите на страницу интернет-магазина, где есть вот такой вот механизм, который работает на основе искусственного интеллекта, то этот механизм способен отслеживать и анализировать данные миллионов пользователей, их привычки, их интересы, то, что они покупают. Эти данные он может анализировать, картировать, и вот на основании такого массива, возможно, что-то вам порекомендует, что окажется действительно полезным. But at the same time, there are some limitations to AI. AI cannot do everything. Но в то же время искусственный интеллект, у него есть и границы. Он не способен на абсолютно все, что нам приходит в голову. So I assume you all know this example when Garry Kasparov beat the AI by IBM in 1997. That was the first time that or the other way around. So when the AI beat him, it was the first time that a machine beat a human in AI, and is never going to go back again. Ну вот про это вы наверняка все слышали. В 1997 году впервые компьютер компании IBM смог обыграть человека в шахматы, в данном случае Гарри Каспарова. И все, возврата назад больше не будет. Компьютеры теперь всегда будут лучше людей играть в шахматы. Но это касается не всех, конечно, навыков. So the machine will always be better than the human at chess. But this is at the same time, this is an example for the weak AI. Because this AI is great at playing chess. Chess is a very mathematical game or problem, but there's a lot of things that Garry Kasparov can do that the AI can't do. He can sing, he can tie his shoelaces, he can write books, and this AI is very weak. It can do nothing else except for playing chess, and it doesn't even know that it is playing chess. Но смотрите, как уже было сказано, да, здесь, наверное, уже не удастся человеку никогда одолеть компьютер, по крайней мере, в шахматы, но в то же время это отличный пример того, что мы называем слабым искусственным интеллектом. Компьютер решает только одну конкретную задачу, играет в шахматы, правда, очень хорошо, но в то же время Гарри Каспаров живой человек, и он умеет массу других вещей, с которыми этот компьютер ни за что не справится. Он умеет петь, он умеет шнурки завязывать, умеет книги писать, а компьютер умеет делать только что-то одно, те самые шахматы, при этом компьютер даже не понимает, что именно он делает, что это шахматы и что он в них играет. Он просто решает сложную математическую задачу. Or to quote him, and I think this is very important, Garry Kasparov said that AI is a tool, it's a technology, but it's not the magic wand and it's not the Terminator. So it's really what you make of it. Вот здесь как раз стоит, наверное, самого Гарри Каспарова процитировать. Он сказал об искусственном интеллекте, что это не инструмент, что это только инструмент, это технология, но это не волшебная палочка, и это не что-то, что всех нас убьет и все разрушит. So let's look at how AI actually works and what the topic of accuracy means here. So getting to 80% accuracy, so getting to a result that's 80% okay isn't actually that difficult, but it's really, really complicated going that extra mile and having a technology that works to 100%. Давайте поговорим о том, как работает искусственный интеллект и что такое точность его работы или точность результатов, которые он нам дает. Ну, 80% это, в принципе, уже довольно неплохая цифра, и сейчас мы на этом уровне уже оказались. Но вот сделать следующий шаг и добиться абсолютной 100% точности очень тяжело. Это невероятно сложная задача. I'll show you two examples that highlight why this difference is so important. Давайте я вам приведу два примера, которые продемонстрируют, почему эта разница в 20% на самом деле невероятно важна. So if you think about the example of book recommendations that we had before, if you go to an online platform and the algorithm shows you 10 different books that you might like. If there's 8 great books in there that totally fit your needs, and there's 2 books that you don't really like, that's probably okay. It's probably okay to have an 80% accuracy there because you will still discover new books. Помните пример с книжным магазином и с рекомендуемой литературой? Ну вот, допустим, вы зашли на сайт интернет-магазина, и там вам выпадает какие-то 10, скажем, книг, которые система вам рекомендует. Из них 8 действительно хорошие и вам интересны, а 2 не очень. Но в целом это не такой плохой результат.
But if you look at technology that's been used in self-driving cars, for example, that's a big difference, because if the AI in the car has the job to see if there's humans walking across the street, and if there are 10 people crossing the street, but the AI can only see 8 of them, and 2 of them get hit, then of course that's not a very good way to use the AI. Но давайте возьмем другой пример. Скажем, беспилотный автомобиль. Там же тоже используется искусственный интеллект. Задача этого искусственного интеллекта в том числе замечать пешеходов на дороге. Представьте себе, что из 10 пешеходов он увидит только 8, а 2 окажутся под колесами. Это уже не очень хорошо. So really you can use AI for different use cases, and that's one of the reasons why there are recommendation systems based on AI, but there's no self-driving cars on the streets, at least not widespread as of today. Ну и вот здесь очень хорошо видно, какие именно пока есть ограничения у искусственного интеллекта, где его уже возможно использовать, а где пока нет. Механизмы рекомендации товаров, в том числе книг, уже широко используются, вы наверняка все с ними сталкивались, а вот беспилотных машин на дорогах пока очень немного. Now let's get through the fun stuff and let's look at some actual examples of what AI can do for publishing. Теперь мы добрались до самого интересного. Давайте посмотрим, что же может искусственный интеллект дать издателям. So the first example I have here is the topic of super local news creation that's used, for example, by the Washington Post. Первый пример — это создание локальных новостей. И газета Washington Post уже этим механизмом пользуется. Причем локальных, под этим подразумевается прямо совсем небольшой регион или какой-то конкретный населенный пункт. So the Washington Post has used an AI called Heliograph for years now to actually create news content. But it's important to understand that they don't do this for like in-depth coverage or for huge topics. They only do this for data-based events like local football games, election results, and other information that they receive in data points and that they can then turn into a longer form text. Газета Washington Post использует движок под названием гелиограф, причем делает это уже довольно давно, но надо понимать, что такие механизмы, они, конечно, не годятся для подготовки каких-то больших, серьезных аналитических статей или расследований, комментариев. Это подходит для статей, где много фактологии, которые можно написать на основе каких-то цифровых или фактических результатов. Ну, например, результаты футбольного матча, результаты каких-то местных выборов. То есть то, где у вас есть некий набор данных, которые вы можете преобразовать в текст. The idea is to really have much more content, relevant content for different audiences, and also to have more local content. For example, if we look at local sports events and local elections, you usually have the data points. You know how the games ended, you know how the elections ended, but there's not always journalists at the events who can cover this. By using this technology, you can still create long-form content for the audience to read without having all the people there. Это подходит для создания новостей под какую-то конкретную целевую аудиторию или новостей с мест, что называется. Ну, потому что с мест, как правило, у вас приходит какая-то информация, которую легко преобразовать в машиночитаемый вид. У вас есть результаты футбольного матча, у вас есть статистика, кто на выборах из кандидатов получил сколько процентов голосов. И из этого можно сделать короткую заметку, просто информационного характера. У вас не обязательно достаточно корреспондентов или персонала, чтобы направлять их на каждые местные выборы или на каждый футбольный матч. Однако, если у вас есть данные, которые сегодня легко получить, вы вполне можете преобразовать их в довольно длинный и даже читаемый текст, не посылая людей по каждому поводу в самые разные места и части вашего региона. They create thousands and thousands of articles per year, and other newspapers, for example, the biggest German newspaper group, they're doing exactly the same. So it's a huge amount of content that's being created, but I think it's important to understand which kind of content that this is, and I'll show you one example. И вот с помощью этой системы Washington Post генерирует тысячи и тысячи таких заметок ежегодно. Это действительно здорово, и таким же механизмом сейчас пользуется крупнейшая германская издательская группа, которая газеты выпускает. Так что этот механизм распространяется, и все теперь понимают, для чего нужно, как им пользоваться и почему это хорошо, потому что генерация такого контента вполне может быть автоматизирована.
So don't worry, you don't have to look at this in detail at all, but this is the input data that the AI received, the data for a college football game in the United States. Ну вот смотрите, не обращайте внимания на цифры, не надо в это вчитываться, я просто хочу показать, откуда и куда мы приходим. Вот это исходные данные. Это исходные данные, которые получает система. Это результаты чемпионата по американскому футболу в одном из колледжей в США. And this is what it looked like when the AI wrote the text. So again, you don't have to read this in detail, but you can see it's a fluent text, fluid. You can read this. It feels like a human wrote this. Ну и вот что получается в итоге. Этот текст написал компьютер, искусственный интеллект, на основе таблички, которую вы видели слайдом раньше. Опять же, не обязательно сейчас читать все это подробно. Тут вполне нормальный текст, написанный адекватным, хорошим английским языком. Он выглядит так, как будто его написал живой человек. So I feel like AI is already capable to write texts like this if it has very clear inputs. But my personal opinion, and I will get to this later on again, is that we are still luckily very far away from AI writing actual books or novels or anything that we would like to read. Итак, искусственный интеллект способен написать вот такой предметный информационный текст, если у него есть хорошие исходные данные. Но, это мое личное мнение, мы пока еще бесконечно далеки от того, чтобы искусственный интеллект писал серьезные книги или романы. В общем, то, что нам захочется почитать для души. A different example how AI is being used in publishing is a service called DeepL. It's similar to Google Translate, but from many publishers that I've spoken to, I've heard that this works actually better for literary content. Еще один пример использования технологии искусственного интеллекта в издательском бизнесе. Этот сервис называется DeepL. Это система машинного перевода. Похожа на Google Translate, но многие представители издательств, с которыми я разговаривал, говорят, что DeepL лучше справляется с художественными текстами, ну, то есть с тем, с чем обычно работают издательства. То есть здесь они лучше Google. So you can't use this to, or let's say you shouldn't use this to translate entire books blindly and then just publish them. But it's been used by many translators and editors who make their work easier to get quicker at translating or editing. And it is also being used by publishers to translate samples of titles to make decisions if they should buy translation rights or not. Этой системой, конечно, нельзя, ну или, так скажем, не стоит пользоваться для того, чтобы прям сразу переводить книги и без справки из DeepL вытаскивать перевод и тут же отправлять его на печать. Это, конечно, не для этого. Но этот сервис активно используется переводчиками и редакторами в издательствах, чтобы, во-первых, ускорить работу, а во-вторых, в издательствах этот сервис активно используют для того, чтобы перевести фрагмент, пробный фрагмент книги с языка, которым они не владеют, чтобы понять, покупать ли вообще права на перевод, стоит ли книга того, чтобы быть изданной на вашем языке. Вот для этого это хорошо годится. And you can use the tool for free. So I recommend to those of you that work with different language versions to have a look at this later on and just play around with it and see if it can help you. Этот сервис можно использовать бесплатно с определенными ограничениями, так что если вы о нем не слышали, я вам советую сходить на сайт DeepL и поиграться с разными настройками, посмотреть, как это работает. Если вы много работаете с правами на иностранную литературу, это может вам здорово пригодиться. Then a different example how AI is relevant for books is in the audiobook sector by using text-to-speech technology. Еще один пример, как можно пользоваться этим издателем. Технология преобразования текста в звучащую речь. Это полезно для издания аудиокниг. So there's many different companies out there that work on this technology. I recently went to China and spoke to one of the leading companies over there, iReader, and they shared some insights into how far they are. And it's really quite interesting what the technology is. There's still a long way to go. But at some point there will be the possibility to have artificial voices that sound very close or even indistinguishable to the human voice when reading text.
Сейчас много разных компаний, которые занимаются выпуском аудиокниг, пробуют такие технологии. Я недавно был в Китае, общался там с представителями ведущего издательства, которое аудиокниги у них выпускает, iReader. И они мне рассказали немножко свою кухню, поделились секретами, как далеко эта технология уже продвинулась и как именно они ее применяют. Ну, в целом тут, конечно, предстоит еще пройти очень длинный путь, но я думаю, что вполне возможно, что настанет момент, когда у нас будут полностью искусственным образом сделаны аудиокниги, записанные синтетическим компьютерным голосом, который будет почти или совсем неотличим от голоса человека. Is here, for example, having a e-reader or a digital device that you use to read a book, and then being able to press a button and have the AI read the rest out for you. Более того, такие системы можно будет даже подключать спонтанно. Ну, предположим, у вас есть читалка или какая-то программа для чтения электронных книг, где встроен такой модуль, и когда вы устаете читать текст глазами, вы можете нажать, скажем, кнопку, и остаток текста система будет сама вам читать, генерируя этот аудиопоток прямо на месте. There's also some risks here, of course, and there were already some legal disputes because the better the technology is, of course, the closer you get to the quality of an actual audio book. And I know many of you publishers, you license audiobook rights to different companies and vice versa. So this could actually have an impact on the audiobook business, and therefore this needs to be monitored very closely also in regards to the legal situation. Хотя, конечно, здесь есть и риски. Уже был ряд судебных процессов, например, вызванных как раз появлением такой технологии. Ну, смотрите, чем лучше и лучше будет становиться эта система, и чем ближе такой автоматически генерируемый аудиопоток будет к нормальной аудиокниге, которую записали живые актеры, тем сложнее будет работать издательствам, которые занимаются аудиокнигами, потому что часто лицензия на них продается отдельно. Это отдельный совершенно бизнес, и, безусловно, искусственный интеллект будет на этот бизнес все больше и больше влиять, так что будем ждать либо какого-то законодательного регулирования, либо судебных прецедентов. Another example that some of you actually may be familiar is by the ebook and audiobook distribution company Bookwire. Еще один пример, с которым, возможно, многие из вас знакомы, это то, чем занимается европейская компания Bookwire, которая занимается распространением электронных книг и аудиокниг. They use AI at different in different aspects of their system. One of them is, for example, for automated pricing. So you can use their algorithm to always determine the best price for an ebook at the right time of day. So the price can go up, it can go down depending on the situation. The algorithm tracks in real time which price point makes the most sense to sell the most books. Они используют несколько видов искусственного интеллекта, и вот один из примеров — это автоматический расчет цены на книгу. То есть в течение суток в реальном времени рассчитывается цена на книгу, которая будет для издательства самой выгодной именно в данный момент времени. Это действительно происходит вот в реальном времени абсолютно, и в течение дня цена может повышаться, понижаться в зависимости от того, где самые будут высокие шансы продать книгу именно за такую цену. And in addition to this, they also introduced dynamic in-book advertisement, meaning that in the end of the digital book, you can see advertisements for titles that might interest the individual reader. And by doing this, they basically recommend their own books to the reader. And again, they can change this based on the performance of the ad, so they track that quite closely to really optimize the perfect advertisement for the perfect book for the right reader. And this has already resulted in up to 20% more backlist sales for publishers who use this. Еще одна история — это динамическая, автоматически генерируемая реклама прямо внутри книги. Внутри электронной книги в конце, когда вы ее дочитаете, вам предложат другие
заглавия, другие книжки, которые могут показаться вам интересными. Это тот самый сервис автоматических рекомендаций, который основывается на ваших интересах, на книгах, на массе других данных, которые есть в этой системе. И этот движок постоянно улучшается, и, кроме того, они постоянно отслеживают, как работает реклама тех или иных книг, что действительно успешно идет, а что не очень. И использование этой системы в тех издательствах, которые на нее решились, уже привело к тому, что продажи бэк-листа выросли на 20%. We spoke a little bit about recommendation systems for the end user before. There's also something similar, recommendation systems that can be used by publishers and by distributors to present the perfect titles from their portfolio to booksellers. Мы с вами поговорили о рекомендациях для конечных пользователей, для читателей, но такой же сервис можно использовать и внутри отрасли для самих издателей. Там этот сервис можно заточить уже под их нужды, под то, что чем издательство занимается, как устроена его дистрибуционная модель, какие издания выходят сейчас на рынок. Это обладает серьезным потенциалом. So if you get the detailed sales data, if you know which of your books were sold in which bookstore around the country, you will know what kind of profile they have. So when you have new titles that you want to promote, that you want to sell to them, you can actually use this data automated and make automated recommendations to different stores and only tell them about certain titles that you have coming out to really optimize the relevancy in the end. Эта система позволяет собирать очень подробные данные о продажах книг по всей стране, в каком магазине что продается лучше всего. Так появляется профиль конкретного книжного магазина, у каждой торговой точки он есть. И в итоге, когда издательство ваше выпускает на рынок что-то новое, вы можете получить очень подробные данные и поймете, каким книжным магазинам это издание скорее стоит предложить. То есть вы сможете для каждой торговой точки, с которыми вы работаете, предложить именно то, что будет отвечать именно их профилю продаж. Это будет оптимальное предложение именно для данного книжного магазина. And one more example, this actually comes from a publisher from the Netherlands that I talked to recently. It's quite interesting that they use AI to decide how large their initial print run should be. So how many books should they press and print when it's first published? Еще одна история, которую я услышал у коллег в Нидерландах. Они рассказали мне, что используют искусственный интеллект для расчета величины первоначального тиража. Сколько экземпляров стоит напечатать, когда книга только-только выходит на рынок? So there's one publisher, I know that they use up to 39 different variables that they look at to predict how many sales they will have, from pre-order numbers, from genre, from the month that they're in, from the sales history of the author, and so on, to really figure out, should we print 1,000 books or 10,000 books or 50,000 books? Because this can make a huge difference overall. Например, одно из издательств использует систему, которая обрабатывает до 39 различных переменных. Например, как вообще идут продажи в данный момент, какого жанра книга, в каком месяце она выходит на рынок, сколько предзаказов на нее уже поступило, вообще как хорошо продавался этот автор ранее, другие его работы. Ну и это позволяет принять довольно важное для издательского бизнеса решение. Как вы заходите на рынок? У вас будет сначала 1000 экземпляров или сразу 10 тысяч, или, может быть, сразу 50 тысяч, потому что от этого результаты вашей бизнес-деятельности зависят довольно сильно. And we at my company also spend some time looking at this, because this can actually really help you decide on marketing budgets, on distribution decisions, or really it can just save you money. Мы сейчас внимательно следим за тем, как развивается именно эта система, потому что, по-моему, это очень полезный инструмент для издателей, потому что это помогает точнее планировать бюджет, точнее планировать действия на рынке, например, дистрибуцию книг, куда вы их будете отправлять. В итоге это поможет сэкономить деньги. And this is one of the things that I personally find most interesting, almost, and I've worked on this for quite a while. This is basically the topic of trend analysis and data-driven decision-making when signing new authors.
Вот это мне лично нравится больше всего. Это, пожалуй, самое интересное из того, что сейчас происходит с искусственным интеллектом. Анализ тенденций на рынке и принятие решений на основе проанализированных данных. We worked on this for a couple of publishing houses and actually will analyze their entire catalog, all of their backlist and front list, and looked at many different channels and variables to find out how the popularity of these authors was changing over time. Мы сейчас работаем по этому направлению с несколькими издательствами, анализируем полный каталог издательств, включая их бэклист, чтобы посмотреть, как менялась динамика продаж тех или иных книг, тех или иных авторов с течением времени. How many followers on social media does a certain author have, or how has the sales data evolved over time? But I feel like there's still a lot of manual labor out there, and not the kind of automatism that we should have to really make decisions about marketing, about new signings, and the planning of upcoming titles on a larger scale. Мы работаем с большим количеством данных. Это и динамика популярности автора или постов об этом авторе или про книгу в социальных сетях. Это, как я уже сказал, динамика продаж. Но надо сказать, что по-прежнему довольно много приходится делать вручную. То есть мы еще не достигли той степени автоматизации, которая поможет действительно принимать серьезные и, главное, надежные решения в плане маркетинга, в плане планирования деятельности издательства, какие названия, какие книжки выпускать, в какой момент. То есть все еще много приходится делать вручную, но когда-нибудь эти решения будут работать и будут неплохие. For example, you can see for a certain author that the interest in this author is now 250% of the average interest of last year, or you can see that a certain topic has really increased, let's say, by 800% over the past 24 months, so that people are really interested in the topic, and it might be a good idea to publish books about this. Ну, например, эта система помогает отследить, что вот прямо сейчас интерес к произведениям определенного автора вырос, скажем, на 250% по сравнению со среднегодовыми значениями. Или сейчас прямо какая-то тема очень стала модной и популярной, потому что интерес к ней вырос чуть ли не на 800% за последние 2 года. Значит, имеет смысл здесь какие-то решения принять и что-то сделать, чтобы этим воспользоваться. Книжку какую-то про эту тему выпустить или подумать, что, возможно, с этим автором стоит поработать. And really, in the end, this can help you make better decisions. What we can see here is a screenshot of one of the matrices that we created. And basically, we can use this to make decisions for backlist titles. So which old titles are actually getting more interest right now? Where should we do marketing? Which new authors should we publish? But we can also look at different publishers and see if they have some authors with them that might be interesting for us. Вот так примерно это устроено, так мы помогаем издательствам работать. Вы на слайде видите пример массива данных, который мы обрабатываем. Это такая матрица данных, в которой, в общем, забит весь издательский каталог, его бэклист, и так мы можем видеть интерес, к каким позициям из бэклиста сейчас растет, что имеет смысл вводить на рынок, как поддерживать продажи той или иной книги, какие новые авторы, возможно, могут выстрелить в ближайшее время. И мы предлагаем такие услуги самым разным издательствам. And maybe just one note on the whole coronavirus COVID-19 situation. So the past months, obviously, some publishers pressed on pause when it came to new projects, because previously we were signing or selling this as a service to them. So we recently decided to start our own audiobook publishing house. So we will now directly start to publish audiobooks ourselves and use our technology to really determine which titles we should publish and reach out to the rights holders directly. So instead of just selling this as a service, which we still do, we've actually started doing it ourselves because we believe it's the right way forward. Пожалуй, на этом месте нужно сделать
комментарии по поводу ситуации с коронавирусом и с пандемией. Многие издательства, конечно, сейчас поставили на паузу все новые проекты из-за всего, что происходит кругом, и поэтому мы немного поменяли нашу бизнес-модель. Раньше мы этот сервис просто продавали издательствам и сотрудничали с ними, предлагая им такие услуги. Но сейчас мы перешли к тому, что мы самостоятельно начали издавать аудиокниги и использовать наш же собственный сервис для того, чтобы он подсказал нам, какие аудиокниги стоит выпускать в первую очередь, что может показаться людям интересным прямо сейчас. Так что мы эту услугу продолжаем, конечно, предлагать партнерам, кому это интересно, мы ее по-прежнему продаем, но используем и для собственных нужд, потому что это действительно очень сильно помогает. So much for the examples for right now. I mentioned in the beginning that worked together with Frankfurt Book Fair on an international survey. So it's a white paper, about 30 pages long, where you can see lots of details, more examples, but also scientific data. And we spent more than 6 months researching this and talked to over 300 participants, did lots of interviews and chats through all hierarchy levels of publishing houses. On average, we had about 13 years of work experience there and really got some interesting data together. На этом, пожалуй, закончу рассматривать примеры. Я вначале говорил, что мы сотрудничаем с Франкфуртской книжной ярмаркой, и вот на слайде вы видите исследования, которые мы вместе с ними выпустили. Это международное исследование о том, как искусственный интеллект влияет и будет влиять на издательский бизнес. Мы собрали очень большой массив научных данных, мы работали над подготовкой исследований более полугода и опросили более 300 сотрудников разных издательств, которые на самых разных уровнях принятия решений в них работают. В среднем опыт работы в отрасли у них у всех лет 13, так что, если вам интересно, вы можете это исследование скачать. Там много любопытного написано, много научных данных содержится. Думаю, надеюсь, будет вам полезно. So I'll show you a few of the survey results now, but you can read everything for free. If you go to the website you see here, buchmesse.de, you should be able to find it. If not, so I heard there were some problems there. I will ask the organizers of today's talk to somehow make the PDF available to you. But like I said, this is completely for free, and you can get access to this afterwards. Я сейчас покажу вам несколько отрывков из этого исследования. Целиком оно доступно совершенно бесплатно на сайте, чей адрес вы видите внизу на слайде, buchmesse.de. Это сайт Франкфуртской книжной ярмарки. Там будет легко найти на него ссылку. Если вдруг что-то не будет скачиваться, мне говорили, там есть какие-то проблемы с доступностью файла, я потом попрошу организаторов нашей издательской школы всем желающим PDF с результатами исследования разослать по запросу, если сайт не будет скачиваться. Let's get started. I asked you earlier, who of you work with AI in their companies? And well, this is the answer that we got from our survey, at least. So it's only about 25% of people in the publishing industry that have ever worked with AI in their companies. Помните, я вначале в самом вас спрашивал, сколько из вас работали уже с искусственным интеллектом? Обычно ответы вот такие. По крайней мере, наши результаты говорят о том, что только около четверти сотрудников издательств когда-либо использовали эти механизмы в своей работе. And if we look at the distribution of investments in different areas, we can see that on average, the companies currently invest $68,000 per year in AI. And for the future, they plan to roughly double that annual investment. Вот еще интересные данные о том, как распределяются инвестиции в различных компаниях, в различных издательствах. В среднем компании готовы инвестировать в искусственный интеллект до $68 тысяч США ежегодно. Но, очевидно, эта цифра будет расти. Мы исходим из того, что в будущем эта цифра увеличится практически в 2 раза, и этот объем инвестиций вырастет в среднем до $138 тысяч. По крайней мере, так планируют поступить многие из опрошенных нами компаний. But more than 60% do not invest at all, and half of them don't plan to change that anytime soon. So there's still a lot of hesitancy out there when it comes to spending money. I think it's important to invest in technology, but every little step counts. So there's also free tools you can use or cheap tools, and we see that some publishers are starting to adapt to that.
Однако 60% издательств вообще не вкладывают в эти механизмы никаких денег, и примерно половина из этих 60 не считают это нужным в ближайшее время, не собираются начинать инвестировать в искусственный интеллект. Это интересные данные. Вообще инвестировать в технологии – дело важное, это полезная вещь, но тут на самом деле даже самый маленький шаг, даже что-то самое незначительное уже может принести большие плоды. Есть много бесплатных инструментов, есть много очень недорогих решений, с которыми, безусловно, стоит попробовать поработать. And we also talked to many publishers about where AI will happen, which departments will be affected most by artificial intelligence in the future. Многие издательства спросили о том, где именно, по их мнению, может лучше всего сработать искусственный интеллект, то есть в каких отделах издательских его использование оправдано. And what you can see here is very much in line with the examples that we just talked about. So most people from the industry see or feel that AI will have a big impact on marketing, on distribution, but also on some aspects of the editorial department. То, что вы видите на слайде, это результаты их ответов, в принципе, вполне подтверждает те примеры, о которых я говорил во второй части. В основном издательство исходит из того, что этот механизм поможет им лучше планировать свой маркетинг, дистрибуцию, продажи книг. Однако есть ряд сфер, где это может саму издательскую работу, точнее работу редакторов в издательствах, тоже как-то облегчить. But as you can see, it also has an impact on different departments, from administration to production to press. So virtually every business area of a publisher can be influenced by AI in some way or another. Но издательства, опрошенные нами, также говорили, что искусственный интеллект влияет на работу и других их отделов: административного отдела, отдела производства, отдела работы с прессой, пиар-отдела. Так что так или иначе искусственный интеллект влияет на издательство практически целиком. And of course, there's still many challenges out there. So we heard Gary Kasparov before. AI is not a magic wand that can solve every problem just like this. It's hard work. And let's look at some of the challenges and the obstacles that are out there. Ну, конечно, не все так радужно. Помните слова Каспарова о том, что это не волшебная палочка, она не сможет решить все проблемы разом. Поэтому давайте сейчас остановимся на том, с какими проблемами в области искусственного интеллекта справиться пока не удалось. What we learned is that high financial investments are one of the big obstacles for publishers. So they are afraid to invest a lot of money, and at the same time they're unsure of the return on the investment. So they have to take a lot of money, and then you don't know what you're going to get as a result. That was really the most outstanding issue for us here. Самая серьезная проблема – это неготовность инвестировать. Вообще инвестировать обычно нужно немало, и многие издательства боятся вкладывать в эти технологии много денег, потому что из оборота нужно вынуть довольно серьезную сумму, но вы не знаете заранее, насколько эффективными окажутся эти инвестиции, когда они окупятся, окупятся ли вообще, какой будет результат. And the other big issue is having the right people. So either having the right people on your staff, finding them or training them, or working with the right cooperation partners. Еще одна проблема – это специалисты. Вы должны найти людей, которые будут использовать эти технологии наиболее оптимальным способом. Где их взять? Где-то на рынке, учить их самостоятельно, откуда они должны взяться. Вот это тоже остается довольно серьезным фактором, вызывающим неуверенность. And so, like I said, you will see more of this data and the survey results in the report if you dig into this later. But now I would like to sum everything up that we've just heard. Как я уже сказал, вы сможете подробнее эти данные почитать в самом исследовании, если скачаете его или запросите потом у организаторов. Там гораздо больше всего написано. А сейчас я бы хотел перейти к выводам. So I personally believe this, and I've also learned this from the many publishers and players from the publishing industry I talked to, that AI will really become a critical success factor down the line. Я лично считаю, и с этим мнением согласны очень многие издатели, с которыми я разговаривал, и вообще ключевые лица, принимающие решения в этой отрасли, искусственный интеллект явно станет одним из основных факторов успеха. At the same time, it's important to remember what Gary said. It's not a miracle solution. It's not a Terminator. So it really is a tool or a set of tools that you can use.
but you have to use it in a way that's smart, that's efficient, and that solves the personal problems that you have at your company. Но в то же время призываю вас не забывать слова Гарри Каспарова. Это не чудо, это не панацея, и это не несокрушимый терминатор, для которого нет нерешимых проблем. Это инструмент, точнее, это набор инструментов, которые нужно использовать с умом, решая именно те проблемы, которые вам нужно решить с помощью него. И нужно понимать, для решения каких проблем этот инструмент годится. And we've seen that the first publishers have understood this. They have got started. And those who have already made experiences with AI, they seem to be overall quite happy, we can see from the survey. They're also happy with return on investment, and they plan to invest even more and really grow their business continually using technology. И уже есть издательства, которые поняли, как этим пользоваться, которые собрали определенный опыт и которые довольны этим опытом. Им понравилось, как все работает. Это, кстати, подтверждают результаты нашего опроса, нашего исследования. Они довольны тем, как эти инвестиции окупились, что они им принесли, и, безусловно, будут вкладывать еще и дальше, и больше, потому что этот результат обещает им выгоду и успех на рынке. I think it's good to take your time and think, and I believe it's good to not jump onto any new technology that's out there, but actually carefully look at it. In this case, I feel like if you're too skeptical, you need to lose your fear and at least try to understand the technology and try to learn how it can help you instead of just ignoring it. В общем, имеет смысл как следует подумать о том, как это может подойти именно вам, где это лучше всего использовать. Я не советую хвататься сразу за всем, что появляется на рынке, что появляется в этой сфере. Не надо стараться успеть за всеми сразу, но думать слишком долго и бояться слишком много, мне кажется, тоже не стоит. Нужно просто адекватно эти технологии проанализировать, оценить все их плюсы и минусы. I can't say this often enough. Machines will not write our books anytime soon, at least not in a way that we would like to read them. So it's important to keep that in mind. They don't take away the jobs that we love. They're designed to help us do more of what we love. So don't use AI to substitute your creatives, but rather use it to strengthen your core business, to optimize all the things around it, and to help you get better at what you're good at and what you love doing. Я не устаю повторять, что искусственный интеллект не станет писать книжки за нас. Он не заменит писателей, по крайней мере, в обозримом будущем этого точно не случится. Ну а если и случится, это вряд ли будут книги, которые нам будет приятно читать. Так что нам не придется отказываться от той работы, которую мы любим, от того, чем мы обожаем заниматься. Наоборот, этот инструмент может помочь нам лучше делать то, что мы так любим. И он не заменит, конечно, творчество и творческих работников. Я считаю, что он поможет нам успевать делать больше того, что нам так нравится. Поэтому этот инструмент хорошо годится для того, чтобы оптимизировать ваш основной бизнес и сделать его еще лучше, еще эффективнее, чтобы плоды вашей работы были лучше с каждым днем. And to do that, it's important to have the right mindset and the right organizational structure. So you have to make sure that within your company that innovation is possible, of course. And I feel like one potential inspiration can come from outside of publishing. So look at other companies, look at what they are doing, and try and learn from them. Perhaps even collaborate with other companies from your sector and include external experts. К этим технологиям нужно подходить под нужным углом, скажем так. Конечно, требуется организовать процессы должным образом для того, чтобы этот инструмент вам действительно подошел. Ну и кроме того, нельзя бояться инноваций. Безусловно, там есть потенциал, нужно понимать, куда стоит вкладывать деньги. А для этого имеет смысл посмотреть, может быть, даже на другие сферы экономики, на компании, которые занимаются чем-то еще, расспросить их, какие-то совместные проекты сделать, привлечь каких-то сторонних экспертов. We talked about pricing earlier. I think there's always ways to explore partnership models to lower investment. So you don't always have to pay external developers a lot of money. You can partner with either people from your sector or from a different sector, and try to explore different possibilities rather than just upfront payment. We've also done this many times, so I think there's potential for that out there. In the same line of thinking,
I think you should allocate a budget. It doesn't need to be a huge budget, but every little bit counts, no matter how small you get started. If you have a budget for innovation, for technology, this can really help you if you invest it in the right way. Ну и, наверное, стоит еще поговорить вообще о ценах, об инвестициях. Совершенно не обязательно сразу вкладывать много и сразу покупать какой-то дорогой продукт. Не обязательно привлекать сразу сторонних разработчиков дорогих. Может быть, что-то можно сделать собственными силами. Есть много разных решений, много разных компаний, которые готовы предложить гибкие модели сотрудничества. Мы это много раз делали сами. Конечно, какой-то бюджет все же имеет смысл предусмотреть на эти цели, но он не обязательно должен быть сразу гигантским. Помните, на одном из слайдов было написано, что даже самое небольшое вложение, самый небольшой шаг в этом направлении — это уже хорошо, и он может вполне привести к каким-то очень интересным инновациям и решениям, которые вам помогут. And in the end, we should really just get started because the future isn't that far away. It's here already. Like we learned today, there's lots of AI technology being used throughout the industry, and it's not going to go away. There will be even more from this coming. Ждать долго не стоит. Стоит начинать прямо сейчас. Уже много инструментов существует, вы их сейчас увидели. Много чего люди в издательском бизнесе используют из области искусственного интеллекта. И это уже никуда не денется. Наоборот, их будет становиться все больше и больше. And well, if you want to, like I said, you can find out more in the white paper. We'll get this later to you. Or you can always reach out to me and contact me. I'm happy to chat and answer any of the questions you may have, and I think we still have some time to talk about some of them now even. В заключение еще раз хочу обратить ваше внимание на это исследование. Его можно скачать или запросить у организаторов, или можно написать прямо мне вот по этому адресу. Я буду рад его вам выслать и ответить на какие-то вопросы. Ну что же, у нас, кажется, есть еще какое-то время, чтобы можно было на вопросы ответить. Действительно, я вот сейчас 4 вопроса здесь вижу, и комментарии у нас есть. Давайте по порядку будем их тогда с вами рассматривать. We do have 4 questions in a commentary, so I think I'll just start one by one, and I will read the first questions out loud, first in Russian and then in English, if it's fine by you. Первый вопрос. Искусственный интеллект уже неплохо пишет по-английски, потому что в основном его учили по-английски. А есть ли данные о том, что получится, если накормить его другими языками с более сложной структурой? That is true that AI can already write, well, more or less readable texts in English, but this is probably due to its learning process. It was usually the AI used to learn mostly of English texts, but what will we get if we try feeding text in a different language to that system? For example, languages with a totally different or a more complex structure. What will we get then? Yeah, that's a very good question. Of course, a lot of the work has been done in English, but like I said, we've seen exactly the same results for automated newspaper articles also in German. So I think this can be done in any language if you feed the system enough data. And the more simple you start, the easier and quicker it will be to get results. Of course, this will evolve over time. But if we don't expect huge long-form text, if we think about short text, then this is something that can be reached also in the immediate future. Это хороший вопрос, спасибо большое. Вы правы, действительно, в основном тексты были английские, на которых эти системы обучались. Но должен сказать, что мы пробовали работать, конечно, с другими языками и получили такие же хорошие результаты с немецким языком. Конечно, не стоит ждать, что эта система напишет автоматически какой-то длинный, связанный, большой, качественный текст, хотя все зависит на самом деле от того, как много данных вы этой системе вначале скормили для обучения. Начинать стоит, конечно, с текстов попроще, и потихоньку эта система будет сама эволюционировать, развиваться и учиться дальше, и результаты будут становиться все лучше. Все зависит лишь от объема исходных данных. Повторю, не стоит ждать каких-то гигантских романов оттуда, но для коротких информационных заметок это годится вполне неплохо. Второй вопрос. Где берут специалистов по работе с искусственным интеллектом в гуманитарной сфере? На выпускников каких специальностей стоит обратить внимание, потому что айтишник в целом это очень расплывчато. The second question, where do we get those people who know how to use AI for humanities? Because what kind of college courses, what kind of a degree do we have to look for? If you speak just of IT people, that's a term too vague. Yeah, that's true. So most people that are specifically expert in this area have some sort of machine learning background. So there's
either people who studied this at university or worked on different online courses and got going. But machine learning is the term we should be looking for. There are also some people that have a background in media industry and then specialized in machine learning. But it's true, it's hard to find the right people. But if once you have found a good one, you shouldn't let go. Тоже хороший вопрос. Действительно, этих людей найти тяжело. Но в целом стоит смотреть на выпускников тех курсов или специальностей, где есть слова «машинное обучение» в названии. Это может быть университетский диплом или это может быть какой-то онлайн-курс. Такой сейчас тоже есть, этого немало. В принципе, эти люди могут на самом деле прийти совершенно из иной отрасли, иметь образование просто в сфере медиа или в сфере издательской деятельности, просто владеть соответствующими технологиями машинного обучения. Вот на это советую обратить внимание. Найти хороших людей тяжело, их немного, и если нашли, то сделайте все, чтобы они вас не покинули. Третий вопрос. I can add to this. So I think often enough it's important to work in multidisciplinary teams. Like me, for example, like I don't have a background in programming. Like I know some basics, but I'm more of the expert in digital business, in media business. So I work closely with people who are pure software developers, pure programmers, and I translate between the business world and the development world. And I know many people in different publishing companies who are technology savvy. They know a lot about technology. They can't develop themselves, but they can be the middleman to talk to pure developers and help them understand what you actually need. Because you need to be creative and flexible in finding the right solutions. And often enough, these people are not the most senior people in the company. It's not managing directors. These are young, motivated, talented people. So you should look among those in your companies and listen to them. И еще один комментарий по этому поводу. Хорошо иметь междисциплинарную команду. Но вот, например, это мой случай. Я сам не программист, я какие-то базовые вещи про программирование знаю, но не более того. Я специалист по медиа, по цифровым технологиям. И у меня, конечно, есть коллеги, которые, наоборот, программисты, которые хорошо разбираются в софте и занимаются только этим. И я, получается, выполняю роль связующего звена, посредника между бизнесом и разработчиками. Я могу донести до них то, что нужно для ведения бизнеса. Уверен, что в каждой компании есть люди, которые разбираются в технологиях, которым это все интересно, но которые сами тоже программировать не умеют. Они никогда в разработке не были заняты. И имеет смысл сделать такую команду, где будут и те, и другие, где будут и творческие люди, которые будут знать, что нужно бизнесу, и где будут те, кто эти все пожелания смогут реализовать с точки зрения программирования, с точки зрения технологий. Кстати, опыт показывает, что чаще всего вот эти вот разработчики и те, кто в технологиях разбираются, занимают далеко не самые высокие позиции в компаниях. Это не уровень там генерального директора, не уровень, не знаю, руководства. Часто это просто молодые амбициозные сотрудники. И вот на них я и советую обратить внимание в первую очередь. Так, третий вопрос. Есть ли в этой области какие-то международные школы или курсы повышения квалификации, в том числе онлайн, которые вы могли бы посоветовать? Do you know any international schools or teaching programs, maybe online courses that you would recommend in this area? Yeah, there's many different online courses that I think make sense for the basics, be it from Udacity, Udemy, and Coursera. So I know many people who got started this way. And then there's also specific boot camps that are being offered, physical schools that do like 2, 3, 4 months extensive training. One of them is called Iron Hack, for example. Those are different programs that I could recommend. I'm sure there's more, and I would assume there's also some in Russia specifically, because a lot of them are international. But yeah, I think it makes sense. You can learn a lot by yourself using these offerings. На самом деле таких курсов и программ достаточно много. Ну, если говорить об основах, о том, с чего стоит начинать, есть курсы на Coursera, есть курсы на Udacity в онлайне, они очень неплохие. Разные буткемпы проводятся, причем как в интернете, так и в офлайне. То есть надо куда-то приехать, где вы будете 3-4 месяца учиться и самые базовые вещи освоите. Одна из таких программ называется Iron Hack. Можете ее в интернете поискать. Уверен, что вы и в России наверняка что-то подобное можете найти, чтобы далеко ехать было не нужно. Но предложение здесь довольно широкое.
Вопрос 4. На какие данные читатели опирается искусственный интеллект, чтобы принимать решения? Только история предыдущих покупок или такие личные данные, как пол, возраст и так далее? Есть ли еще какие-то данные пользователей, которые система может использовать? What kind of data is it that AI systems usually use to make decisions for publishing houses? Is it only your purchase history or any personal data of yours, like your gender, your age, or something else? Any personal data that are getting collected while making those recommendations and decisions? Yeah, that completely depends on the service we talk about. It depends on laws and regulations, what you can do, what you can't do, of course. So there's big differences. I mean, in general, the more relevant data you can feed the systems, the better. But yeah, it really depends on the problem. Like I said, one big publisher from the Netherlands, they use 39 different types of data when making decisions how many titles to print, and we looked at dozens of different types of data when determining the popularity of authors. We didn't look at any, or not too many, personal data there. Most of that was public information, more or less. So yeah, I mean, the more data you can get your hands on and that you're allowed to use, the better, obviously. But you can also start with less. Это все зависит от сервиса, от программы, которую вы используете. Они очень сильно друг от друга отличаются и по используемым данным, и, конечно, по выдаваемым результатам. Ну, в целом, общее правило, чем больше вы можете в систему данных завести, тем лучше, конечно, тем точнее будут результаты, хотя, повторю, это зависит от проблемы, которую вы собираетесь решить. Я вот упоминал уже пример нидерландской компании, которая анализирует 39 различных параметров для того, чтобы определить идеальную величину первоначального тиража книги. Мы работаем, как правило, тоже с десятками разных видов данных, чтобы делать выводы о популярности того или иного автора или тех или иных книг. Как правило, это данные не личные, это данные, которые и так в публичном пространстве есть. Все зависит от того, повторю, какие данные вам будет разрешено использовать и вообще до каких данных вы сможете добраться. Чем больше, тем лучше. Теперь комментарий, не вопрос. Искусственным интеллектом обычно занимаются специалисты Data Science. Это особое направление, доступное даже не всем специалистам сферы программирования. Now comes just a comment, it's not a question. AI is usually something that data scientists do. This is a very special field of research, field of activities. Not everyone who learned programming knows what data science is. Yeah, I agree. That, of course, is completely correct. There's so many different programming languages, and if you learned programming C++ 20 years ago, that is not really going to help you if you have no idea about data science. So yeah, that's true. Это абсолютно верно, действительно, это так, я с этим полностью согласен. Есть масса специалистов по разным языкам программирования. Если вы учили, не знаю, C++ там какое-то количество лет назад, совершенно не обязательно это подойдет вам сегодня для того, чтобы работать с искусственным интеллектом. Следующий вопрос. Широкое использование интеллекта искусственного сможет снизить цены на книги? Ведь многие процессы автоматизируются, значит, затраты становятся ниже. Will we see lower book prices in future due to broad AI use? Many processes can be automated thanks to the artificial intelligence, though that helps cutting costs. Yeah, I think we can cut costs in many different business areas, and I think we can also generate higher incomes in other areas by finding the right price points or marketing more titles. I think it depends what kind of impact this will have on the industry overall, by who uses it and how many people uses it. Of course, there can also be more competition at some point, but I feel like right now this is more of a competitive advantage if you use it. So I think it makes sense to get ahead of the competition now. But will it probably help to lower the book prices for the end customers? I mean, it depends on how much of the savings you can pass on to the consumer. I feel like the bigger impact there will be the rise of different business models, like subscription services, for example, that will lower the good price for customers. So they also use AI, but it's more of a business model question there, I think, rather than just a specifically technological question.
Конечно, эти технологии помогают снизить расходы. Где-то они помогают снизить расходы, а где-то, наоборот, увеличить доходы там, где раньше это не получалось за счет того, что вы сможете продавать больше книг, вы сможете логичнее и эффективнее выстроить вашу маркетинговую кампанию. Все зависит от того, кто и как эту технологию будет использовать. Сейчас пока это просто большое конкурентное преимущество на издательском рынке. Дальше все будет зависеть от того, где вы сможете сэкономить и какую экономию вы, так сказать, сможете переложить на конечного потребителя, то есть какую экономию вы сможете перенести в цену книги, снизив ее. Я думаю, это будет происходить не напрямую, а, скажем, за счет того, что будут развиваться сервисы по подписке, и там цена, вероятно, будет снижаться на конечный продукт, потому что для таких сервисов искусственный интеллект тоже может принести много полезного. Но в итоге это зависит от бизнес-модели конкретного издательства, я думаю. Следующий вопрос. Как оценивается успешность алгоритма предсказания первого тиража для книг? What about that algorithm for the first print run in the Netherlands? What do they think about it? Was it any success? Are they happy with Yeah, that? it was very successful. They keep using this for their decision making for all future print runs. And I mean, we also did some tests in this area and talked to many publishers. And it seems like right now, most publishers or many publishers make the decision, of course, based on looking a little bit of data, like the pre-order numbers, for example, or the popularity of the author. But a lot of this seems to be based around gut feeling. So, what do we think? It's 10,000 more or less. But if you actually use the data to do this for your entire catalog, you're getting closer and closer to what the exact correct number should be. So the publisher is very happy, and they're continuing to doing this, and they're continuously optimizing the system. So of course, right now it's not at 100% yet, and it's questionable if you can ever 100% see into the future. But it is better than just guessing and estimating. Система предсказания тиража используется очень успешно. Они ей довольны, вот это вот нидерландское издательство. Они планируют использовать ее теперь все время для того, чтобы высчитывать тиражи абсолютно всех своих изданий в будущем. Мы сами тоже пробовали работать с такой технологией, говорили с другими издательствами, которым это могло бы быть интересно, и которые тоже пробовали что-то такое. Ведь сейчас тираж часто рассчитывается, просто по интуиции. Вы сами примерно прикидываете, на 10 тысяч больше экземпляров сделать или, наоборот, поменьше. Может быть, какие-то у вас есть данные по предзаказам, это какие цифры, с которыми можно работать, но в целом пока это очень такая неточная наука. И если скормить системе данные всего вашего каталога, о том, как продаются все книги, бэк-лист и фронт-лист, то вы сможете гораздо ближе оказаться к действительно адекватным значениям. Прогнозы будут становиться все точнее и точнее, так что я думаю, это будет происходить. Иными словами, да, результат хороший, компания довольна и будет постоянно эту систему оптимизировать, чтобы результаты в будущем были еще лучше. Конечно, мы далеки пока от стопроцентного попадания в цель. Не знаю, будет ли это когда-либо в целом возможно, но это однозначно поможет предсказывать точнее, чем мы это можем делать сейчас. Еще один вопрос. Каков минимальный размер каталога издательства необходим, чтобы было возможно корректное предсказание тиража? Is there a minimal catalog limit for this prediction to work correctly? Do we have a minimum length of a front list or back list to make a really correct or precise prediction of a first print run? Well, it depends on the overall data that you can get. I mean, the more you have, the better. But just by, if you develop this for yourself, that's of course a difference. If you work with someone or a partner who has done this for different publishers or larger catalogs, then of course the result is going to be better. If you start smaller, there's still some factors that you can account for that you maybe wouldn't have done manually that can make the result better. So I think you can start small, but the bigger you go, the better, obviously. Тут работает тот же принцип. Чем больше данных вы сможете в систему загрузить, тем лучше результат. Зависит от того, откуда вы берете эту систему. Вы ее сами для себя разработали полностью под ваши нужды. Или у вас есть какой-то партнер, который эту систему вам предоставляет. Или, может быть, это другой продукт, который разрабатывался изначально для другого издательства с каталогом длиннее вашего, и вы его просто пытаетесь сейчас приспособить под ваши нужды. Тут много довольно факторов, но, в принципе, начинать можно и с небольшой длины каталога, с небольшого количества данных. Потом
загружая данных все больше и больше. Ведь это же не обязательно только данные про каталог могут быть. Какие-то другие данные тоже помогут сделать предсказания относительно первого тиража. И, кстати, эта система позволяет автоматизировать то, что раньше не получалось сделать в принципе, потому что это невозможно было сделать вручную, а теперь у вас эти результаты тоже есть. Так что можно начать с небольшого объема данных и постепенно его увеличивать. И последний комментарий, спасибо его автору. Тут действительно не прозвучала одна из платформ, где есть эти курсы, она называется Udemy. Там тоже можно будет найти курсы по машинному обучению. The last comment was about a platform that is called Udemy, so that everyone knows that you can also find courses there, along with Coursera and other universities. I guess that's it for now. Больше я вопросов не вижу. Нет, вижу комментарии. Желаю всем удачных проектов и планомерного изменения области издательства в сторону искусственного интеллекта и современных технологий. Now, there's a last comment that I can see on my chat now. This is just a wish for all of us. This person wishes us all success, successful projects, and we will probably now all be moving towards artificial intelligence and modern cutting-edge technologies in our publishing business. Perfect. That sounds good. And yeah, thank you all for the great questions. Thanks for being with me. And like I said, if there's any more questions, feel free to reach out in the future. Thank you. Это прекрасный комментарий, отличное пожелание. Спасибо большое. Спасибо вам всем за внимание. Спасибо, что были с нами, что все это послушали. И повторю, если у вас остались какие-то вопросы или возникнут потом, не стесняйтесь писать мне. Адрес вы видите на экране. Ну что же, а через 10 минут нас ждет наш второй спикер сегодня. Это Карин Хербершлап, которая поговорит о том, как в Германии регулируются цены на книги, на печатные издания, что такое фиксированная цена на книгу, откуда берется она, какая у нее история, как все это будет работать. Не отключайтесь, присоединяйтесь к нам в 12:30 по Москве.